Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Packmaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Продолжаем нашу рубрику «Вновь ветвь истории персонажей». Сегодня я расскажу про Карла. Карл – игровой персонаж в игре Valiant Gear Togu War. Карл – немец, который жил во Франции до начала войны. Он женат на дочери Эмиля Марии, и у них есть общий сын Виктор. В начале игры Карл депортирует в Германию незадолго до начала войны и призывает в немецкую армию. В начале войны ему было 18 лет. Приглашаю вас посетить Бусти. Вы увидите закадровые смешные нелепые моменты и узнаете о планах канала. Согласно его официальному профилю, Карл родился 6 мая 1896 года в деревне недалеко от Страсбурга, Германия. Его отец был лютеранским пастором, и атмосфера в семье была холодной и консервативной. Хотя Карл получил некоторое образование в детстве, у него не было средств или желания посещать среднюю школу. В 1912 году, когда Карлу было 16 лет, он ушел из дома и путешествовал в поисках работы на фабриках и фирмах Бельгии и Франции. Он пришел работать на фирму Эмиля недалеко от Сен-Миеля. В 1930 году он решил остаться работать на фирме, а не переезжать в другое место, как он делал ранее. Работая на Эмиля, Карл влюбился в дочь Эмиля Марии и женился на ней в 1914 году. У них родился сын, которого они назвали Виктором. Летом 1914 года Карл был депортирован в Германию. По состоянию на 1 августа Карл прибыл в Германию и был призван в немецкую армию. Карл был призван в немецкую армию и стал пилотом боевого цепелина барона фон Дорфа. Однако фон Дорф вряд ли когда-либо прислушивался к его предупреждениям о сближении со врагом. Из-за его осторожности относительно стойкости французов фон Дорф пошел на риск только для того, чтобы стать более смелым и позволить себе получить повышение за храбрость. Бесплатные игры в нашем сообществе реально? У тебя не хватает денег, чтобы купить желаемую игру? Мы поможем. Присоединяйся к нашему сообществу, чтобы не пропускать раздачу грандиозных игр нашего века. Ссылочка в описании. Карл впервые становится игровым персонажем в главе 3, когда он сбегает из лагеря военнопленных вместе с Ульфредом. Он появляется не для игры в главе 1, когда Эмиль встречает его в Нюфшапеле, и снова во второй главе, когда Анна спасает его в Реймском лесу. Официальный профиль персонажа утверждает, что сын Карла и Марии родился незадолго до начала войны, в то время как в своей записи в дневнике 25 апреля 1915 года Карл утверждает, что в тот день его сыну было ровно год. Его первая запись в дневнике, где он описывает, что снова находится в Германии, датирована 1 августа, что указывает на то, что он, вероятно, был депортирован в июле. Это означает, что он был в разлучии со своей семьей и почти на 3 года, пока они не воссоединились 9 апреля 1917 года. Дата, когда Карл и Мария поженились, не указана в игре или в профилях персонажей, но должно быть это произошло за некоторое время до июня 1913 года. 13 года. И на этом история про Карла подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действий, который вы видите прямо сейчас на ваших экранах, а именно лайк, колокольчики и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Pack.